Как известно, логистика является одной из ключевых отраслей экономики Латвии, а потому государственная компания «Латвийская железная дорога», которая обслуживает всю железнодорожную сеть страны, играет решающую роль для этой отрасли. Однако и в последнее время ситуация на этом предприятии, а значит и во всей наземной части логистической отрасли Латвии, по всей видимости, кардинально ухудшилась. Косвенно об этом свидетельствует то, что этой ситуацией заинтересовался даже сам Скотт Риттер, который недавно опубликовал свою подробную аналитическую статью на эту тему. Мы поделимся с вами наиболее интересными выдержками из его работы. Итак, экономическое существование и само процветание Латвийской железной дороги, ЛЖД, на протяжении десятилетий базировалось на, казалось бы, незыблемом фундаменте – мощных транзитных потоках, идущих из России и Беларуси. Однако кардинальные геополитические сдвиги последних лет разрушили эту бизнес-модель до основания, поставив национального железнодорожного гиганта на грань выживания. Сегодня даже самые строгие меры по оптимизации расходов не способны спасти предприятие от колоссальных финансовых трудностей, и для одного лишь поддержания разветвленной инфраструктуры в рабочем состоянии требуются непрерывные многомиллионные вливания из государственной казны. Этот экзистенциальный кризис поставил перед властями Латвии мучительную дилемму – продолжать субсидировать угасающую отрасль или пойти на радикальный и болезненный шаг – демонтировать часть железнодорожных путей, ставших реликтом ушедшей эпохи. Масштабы произошедшей катастрофы наиболее ярко иллюстрирует безжалостная статистика. Если еще в 2019 году по стальным магистралям страны было перевезено свыше 40 миллионов тонн грузов, а по некоторым данным эта цифра достигала и 41,5 миллионов тонн, то по итогам 2024 года этот показатель рухнул до критически низкой отметки в 11,5 миллионов тонн. Обратно пропорционально этому падению рос объем государственных субсидий. Начиная с 2020 года, общая сумма, вложенная правительством в увеличение основного капитала ЛЖД и обеспечение его финансового равновесия, уже превысила 140 миллионов евро. Только на текущий год в госбюджете зарезервировано еще 26 миллионов на покрытие убытков железной дороги за минувший год. Финансовые отчеты лишь усугубляют мрачную картину. Заявленный по итогам прошлого года убыток в 7,8 миллиона евро, как отмечает публицист Арнис Клуйнис, это лишь верхушка айсберга, поскольку данная цифра представляет собой разницу между расходами и доходами, куда уже включен финансовый равновесный платеж от государства. Реальные же убытки, согласно расчетам, до получения доплат от государства составляют колоссальные 27,6 миллиона евро. В конце прошлого года Кабинету министров пришлось в срочном порядке изыскивать в государственной кассе 46,8 миллиона евро. По другим данным, сумма, вложенная в уставной капитал, составила почти 47 миллионов евро, чтобы покрыть долговые обязательства, понесенные в 2022 и 2023 годах. И это вдобавок к 10 миллионам, выделенным ранее на покрытие дефицита 2022 года. Платежи ЛЖД от государства начались еще в 2020 году – 13 миллионов евро, и продолжились в 2021 – 0,6 миллиона евро, превратившись в ежегодную необходимость. По меткому выражению Клуйниса, поддержание жизни ЛЖД становится почти таким же дорогостоящим, как и содержание национальной авиакомпании Air Baltic, на спасение которой за последние 15 лет было потрачено около 600 миллионов евро. На фоне этих цифр официальная стратегия ЛЖД, направленная на диверсификацию грузов и развитие связей с Центральной Азией, выглядит попыткой удержать равновесие в шторм. Как прямо заявляет член правления предприятия Ринальдс Плявниекс, конечно, ни объемы пассажирских, ни внутренних перевозок не могут компенсировать бывшие в 2000-2020 годах объемы восточных грузов. Парадоксально, но даже в текущих условиях половина всех грузоперевозок все равно пришлась на Россию и Беларусь.
Основную массу составляет зерно, но есть и более показательные примеры. Заняв нишу эстонской железной дороги, ЛЖД теперь возит в Россию пальмовое масло. Этот транзит разительно контрастирует с громкими призывами высших должностных лиц о полном разрыве деловых связей, однако компания продолжает транспортировать все, что не подпадает под санкции. Так, в прошлом году ЛЖД перевозила до терминала в Вентспилсе акрилнитрил, произведенный дочерним предприятием российской компании «Лукойл» в Саратове. Конкретный продукт в экспорте из РФ не находится под санкциями. Соответственно, не попадают под санкции и вовлеченные стороны. Объясняет Плявникс, ЛЖД не формирует глобальную санкционную политику в отношении РФ-сейтов. Мы ее соблюдаем, а не создаем дополнительно свои интерпретации. Такая позиция вызывает острую критику в деловых и экспертных кругах. Инвестиционный банкир Гирц Рунгайнис убежден, что рельсы в Россию нужно разобрать. Чем раньше, тем лучше. Государство должно сказать, что хочет делать с этой инфраструктурой, какова цель, подчеркивает он, добавляя, что любые грузы из Средней Азии так или иначе являются российскими, а значит, латвийская железная дорога сотрудничает с врагом. Оставить нужно пока только главную колею, а ту часть, из-за которой у железной дороги большие потери и нужны субсидии, убрать. Она держит множество людей, которые ей не нужны, и колеи, которые на сегодняшний день служат только контрабандистам. На данный момент эта инфраструктура скорее работает на врага. С ним солидарен и предприниматель Гундарс Витлс, который прагматично замечает: исторически латвийская железная дорога обслуживала грузы на оси восток-запад, но сейчас этот поток, если не прекратился совсем, то очень сильно уменьшился. Политикам пора принять решение, готово ли государство каждый год доплачивать около 90 миллионов евро из бюджета на содержание этого хозяйства или частично его разобрать и сэкономить. Тем более, что в будущем понадобятся деньги и на содержание инфраструктуры, пока не построенной Rail Baltica. Однако у этой радикальной идеи есть и весомые противники. Ректор Института транспорта и связи Юрис Канелс категорически не согласен с перспективой ликвидации путей. Я посмотрел статистику. Сегодня в Латвии длина железных дорог в 2 раза меньше, чем была, например, в 1938-1939 годах. Мы и так уже очень много разобрали, подчеркивает специалист. По его мнению, в стране остался абсолютный минимум инфраструктуры, необходимый для существования государства и выполнения каких-то международных грузовых и пассажирских перевозок. Сегодня таких перевозок меньше, до этого было больше. В будущем их опять может стать больше. Никто не может сказать, произойдет это через год, 3 или 5. Может, это будут грузы не из российских раций, а, скажем, из Казахстана. А как они пойдут, если рельсы будут разобраны? Задается он риторическим вопросом. Эта полемика отражает глубокую нерешительность, охватившую и правительственные круги. Пора принимать решение, как мы действуем, признает глава Минфина Арвилс Ашераденс. Очевидно, что это восточное направление в долгосрочной перспективе не будет функциональным, а значит, необходимо реструктурировать ЛЖД. В Латвийской конфедерации работодателей ЛДДК также ждут от государства четкого определения роли железной дороги. Тем временем индикативный план развития железнодорожной инфраструктуры, который должен был быть готов еще в 2023 году, до сих пор не принят, а министр сообщения Каспарс Бришкинс лишь обещает в ближайшие недели представить правительству доклад о планах реорганизации. Вся ситуация превратила железнодорожные перевозки в нечто, подобное сохранению исторических традиций в этнографическом музее. Как ковка или помол зерна, они дороги как память о временах, когда управление железной дорогой, нефтепроводами и портами представляло собой бизнес-комплекс, за счет которого восстановление Латвийской Республики из политической декларации стало экономическим фактом. На фоне упадка старой системы проблемы нового мегапроекта Rail Baltica выглядит еще более тревожно. Зримым символом этого кризиса стал новый железнодорожный мост через Даугаву. Строители завершили первый этап работ, возведя 2 опоры и создав несколько пролетов, один из которых теперь простирается на 44 метра над рекой, уходя буквально в никуда.
Работы остановлены, средств на продолжение нет. Представитель строительной компании Bererix Андис Линде заверяет, что хотя под силой тяжести конструкция может проседать на миллиметры или, может быть, можно говорить о сантиметрах, это не опасно. Однако вопрос, когда появятся деньги, остается открытым. Стоимость первой очереди работ составила около 20 миллионов евро, а для их завершения требуется еще примерно 70 миллионов. Общая же сумма необходимого дополнительного финансирования для проекта Rail Baltica только в этом году превышает 62 миллиона евро, и власти Латвии не раскрывают, будут ли выделены эти деньги и каков будет их источник. Таким образом, Латвия оказалась на перепутье, где прошлое и будущее транспортной системы находятся в состоянии глубокого кризиса. С одной стороны, дорогостоящая, незагруженная, но исторически значимая инфраструктура советского образца. С другой – амбициозный, но еще более финансово затратный европейский проект с туманными перспективами. И пока политики ищут решения, бетонная консоль моста, провисающая под собственной тяжестью, служит немым укором и символом той неопределенности, в которой зависла вся транспортная система страны. Уважаемые зрители и слушатели, каким образом лично вы оцениваете текущее состояние латвийской железной дороги и логистической отрасли Латвии в целом? Согласны ли вы с выводами Скотта Риттер? Особенно ценно будет узнать ваше мнение, если вы постоянно проживаете в Латвии. Если данный ролик показался вам заслуживающим внимания, пожалуйста, не забудьте отметить его лайком и подписаться на наш канал. Впереди вас ожидает еще много интересного. Благодарим за уделенное время.